Эта невероятная история произошла в Кении. Когда Даниил возвращался после удачной рыбалки, он решил немного сократить дорогу и пройти домой через заросли, хотя обычно всегда пользовался знакомой тропой. Он сделал всего несколько шагов в сторону от привычного маршрута, как вдруг перед ним возникла огромная львица. Она находилась настолько близко, что Даниил отчетливо видел движение ее носа во время дыхания. Мужчина постарался не поддаваться панике и вспомнил все правила поведения при встрече с крупным хищником. Он медленно поднял руки и расправил плечи, стараясь казаться выше и внушительнее, чтобы животное не восприняло его как легкую добычу. Львица поднялась на лапы, приблизилась и осторожно принюхалась к нему. Расстояние между ними было пугающе маленьким. Даниил уже приготовился медленно отступать, но неожиданно львица опустилась на землю и издала жалобный звук. Сначала мужчина сделал шаг назад, собираясь уйти, но печальное рычание заставило его остановиться и посмотреть на нее еще раз. Тогда он заметил несколько глубоких ран на боку животного. Одна из передних лап тоже выглядела сильно поврежденной. Это могло означать, что ситуация становилась еще опаснее. Однако львица совершенно не проявляла агрессии. Напротив, она выглядела измученной и словно отчаянно пыталась что-то сообщить человеку. Даниил вспомнил события раннего утра. Когда он находился возле реки, то заметил львицу, переходившую воду вместе с маленьким львенком. Теперь он понял, что перед ним, скорее всего, была та же самая самка. Но что произошло с ней после этого? И самое главное, где находился ее детеныш? Эта мысль заставила Даниила отбросить страх. Он понял, что львица, возможно, действительно искала помощи, поэтому осторожно пошел за ней в сторону реки. Когда они добрались до берега, Даниил начал внимательно осматривать воду и камни, а львица продолжала идти рядом. Львенка нигде не было видно. Мужчина уже начал думать, что ошибся, когда внезапно среди бурлящей воды показалась темная голова. Даниил сразу сосредоточил взгляд на этом месте. Через несколько секунд маленькая голова появилась снова. Казалось, львенок из последних сил цеплялся лапами за выступающий из воды камень. Струи воды постоянно накрывали его тело. Еще немного, и он мог сорваться. Даниил предположил, что львица пыталась самостоятельно добраться до своего детеныша, но получила травмы и больше не могла бороться с сильным течением. Похоже, именно поэтому она отправилась искать кого-нибудь, кто смог бы ей помочь. И совершенно случайно встретила Даниила. Он не мог просто стоять на берегу и смотреть, как маленький львенок погибает. Но мужчина прекрасно знал этот участок реки и понимал, насколько опасным было течение после сильных дождей. Прыгнуть в воду без подготовки означало подвергнуть опасности не только львенка, но и собственную жизнь. Поэтому Даниилу пришлось быстро придумать способ спасения. Он схватил свои рыболовные принадлежности и достал крепкую веревку, которую всегда носил с собой на случай непредвиденных ситуаций. Один конец он надежно закрепил вокруг талии, оставив достаточную длину для движения. Второй конец мужчина обмотал вокруг толстого дерева на берегу и проверил крепление. После этого Даниил глубоко вдохнул и вошел в холодную воду. Течение оказалось намного мощнее, чем он ожидал. С огромным усилием мужчина начал продвигаться к камням, возле которых в последний раз видел львенка. Многолетний опыт Даниила в спасательных работах оказался крайне полезным. Человеку без подготовки было бы практически невозможно удержаться в такой стремительной воде. Добравшись до скал, он остановился и внимательно осмотрел поверхность. С берега доносились тревожные звуки. Львица. Она нервно ходила туда-сюда и явно понимала, что снова входить в воду ей нельзя. Теперь вся надежда матери зависела от незнакомого человека. Даниил тяжело дышал и пытался понять, где находится детеныш. Сильное течение, мутная вода и постоянные потоки после недавнего разлива реки мешали ему нормально видеть под поверхностью. И вдруг он заметил перед собой маленькую голову. Облегчение было невероятным. До львенка оставалось совсем немного. Даниилу нужно было лишь осторожно продвинуться ниже по течению. Но в следующий момент произошло страшное. Маленький зверь потерял хватку и сорвался с камня. Его тело мгновенно подхватил поток, а голова исчезла в темной воде. Даниил даже не успел подумать о последствиях. Он бросился следом и изо всех сил поплыл за львенком. Если сейчас течение унесет детеныша дальше, найти его снова будет практически невозможно. Львенок ушел под воду и больше не двигался.
Ситуация казалась безнадежной, но Даниил продолжал бороться с потоком. Он плыл вперед, не сводя глаз с воды. В это время веревка вокруг его талии постепенно натягивалась все сильнее. Мужчина чувствовал, что запас длины почти закончился. Именно тогда голова львенка снова показалась на поверхности. Даниил успел схватить его обеими руками. Он опасался, что испуганный зверек начнет царапаться или вырываться. Но львенок оказался совершенно неподвижным. Он просто лежал в руках мужчины, словно полностью потерял силы. Однако спасение еще не было закончено. Теперь нужно было каким-то образом вернуться к берегу. Даниил понимал, что для обратного пути ему понадобятся обе руки. Поэтому он схватил свободный участок веревки, который заранее оставил рядом с собой, и аккуратно закрепил им львенка. Теперь детеныш не мог выскользнуть из его рук, а мужчина получил возможность использовать все силы для плавания. Неподвижность львенка облегчала спасение, но одновременно сильно пугала Даниила. Он не знал, жив ли тот вообще. Возможно, он уже слишком долго находился под водой, а впереди была еще самая сложная часть — возвращение к матери. Что произойдет, если Даниил принесет львице безжизненного детеныша? Раненое животное могло воспринять его как угрозу. Но сейчас мужчина не позволял себе думать об этом. Все внимание было сосредоточено только на одном — выбраться из воды. Сил становилось все меньше. Его мышцы уже почти не слушались, а холодная вода забирала последние остатки энергии. Только всплеск адреналина помогал продолжать движение. Наконец, ноги Даниила коснулись дна. Он понял, что добрался до мелководья. Мужчина собрал последние силы, поднял львенка и вытащил его на берег. Львица мгновенно рванула к ним. Она двигалась удивительно быстро, несмотря на многочисленные ранения. Даниил понимал, что ему необходимо как можно скорее освободить детеныша от веревки. Но он даже не успел толком осмотреть львенка, как львица подбежала и осторожно схватила его. Несколько шагов она прошла в сторону зарослей, и вдруг ее движения стали неуверенными. Хищница покачнулась, словно потеряла равновесие. Через мгновение она тяжело рухнула на землю. Львенок начал ползать рядом с ней, но сама львица не двигалась. Даниил тут же приблизился, готовый снова рисковать собой ради спасения животного. Только теперь он понял, насколько серьезными на самом деле были ее ранения. Вероятно, все это время львицу поддерживал только сильнейший выброс адреналина. Она держалась до тех пор, пока не убедилась, что ее детеныш снова находится рядом. А теперь, когда малыш был спасен, организм просто перестал справляться. Даниил не мог поверить в происходящее. Он только что вытащил львенка из бурной реки, но теперь существовала опасность потерять его мать прямо у него на глазах. Мужчина чувствовал полную беспомощность. Телефон не ловил сигнал, а идти до ближайшего поселения было слишком далеко. Времени оставалось совсем мало. И именно тогда Даниил услышал отдаленный звук двигателя. Он резко поднял голову. Где-то за деревьями приближалась машина. Мужчина начал громко кричать и махать руками. Через несколько минут на берегу появились несколько сотрудников службы охраны природы. Оказалось, что некоторые путешественники случайно наблюдали за спасением львенка с безопасного расстояния. Они поспешили сообщить обо всем ближайшим рейнджерам. Специалисты прибыли настолько быстро, насколько позволяла дорога. У них было специальное оборудование и большой транспортный контейнер. Львица по-прежнему почти не реагировала, поэтому спасатели смогли осторожно обездвижить ее и подготовить к перевозке. Они обработали глубокие раны, остановили кровотечение и аккуратно перенесли животное в контейнер. Львенка поместили рядом в отдельный безопасный отсек. Спасатели доставили обоих животных в ближайший центр помощи диким животным. Там львице и ее детенышу, наконец, смогли оказать полноценную ветеринарную помощь. Шансы взрослого животного оставались неопределенными. Без вмешательства специалистов она могла погибнуть от потери крови и инфекции. В тот же день ветеринарам пришлось провести львице сложную операцию. Некоторые раны уже начали воспаляться, поэтому лечение потребовало много времени. Львенок тоже находился в тяжелом состоянии после борьбы с рекой. Ему дали возможность спокойно отдохнуть и восстановить силы. Следующие дни оказались непростыми. Специалисты постоянно наблюдали за состоянием матери и ее детеныша. Но постепенно произошло настоящее чудо. Каждый раз, когда львенка приносили ближе к матери, она начинала проявлять больше признаков жизни. Казалось, присутствие ее малыша давало львице дополнительную силу.
Дни сменяли друг друга, и состояние обоих животных постепенно улучшалось. Наконец наступил момент, которого все так долго ждали. Львица достаточно восстановилась, а львенок снова стал активным и уверенно двигался. Специалисты решили, что пришло время вернуть маленькую семью в естественную среду. Для освобождения выбрали безопасное место вдали от людей. Даниилу также сообщили о предстоящем выпуске и предложили присутствовать. Через некоторое время они встретились в заранее подготовленной части заповедника. Большие двери транспортного контейнера медленно открылись. На несколько секунд все вокруг замерли. Затем львица осторожно вышла наружу. Она оглянулась, прислушалась и почти сразу направилась в сторону густого леса. Львенок сначала остался возле контейнера. Он словно не понимал, что происходит. Потом малыш посмотрел на мать, сделал несколько неуверенных шагов и быстро побежал следом. Через мгновение оба животных скрылись среди деревьев. Даниил едва сдерживал слезы. Он гордился тем, что сумел спасти целую семью. При этом мужчина прекрасно понимал, скорее всего, он больше никогда не встретит их. Но воспоминание об этом дне навсегда останется с ним. Иногда один неожиданный поступок способен полностью изменить судьбу другого живого существа. И в этот раз обычный рыбак, который решил выбрать более короткую дорогу, оказался в центре невероятной спасательной истории. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поддержите видео лайком и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!